Известный спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев во время онлайн-конференции, проходившей на днях на сайте компании по производству электроинструментов и садовой техники, в ответ на фразу пенсионерки из Кемеровской области «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России», согласился с ней и процитировал Василия Шукшина, написав: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Так, опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно. На удивление депутата, этим высказыванием он вызвал массу негатива у многих пользователей социальных сетей. Людей можно понять, ведь доход парламентария только по официальной информации составляет около 900 тысяч рублей в месяц, в то время как средний размер пенсии по России в текущем году составил 14 100 рублей. Мы с вами чужие на этом празднике жизни. В этом контексте ответ депутата о том, что бедность – это вообще не проблема, думаю, заслуженно воспринят как глумление над бедными. Валуев позже объяснил, что он не хотел обидеть пенсионерку и не собирался таким образом посмеяться над бедностью в стране. Однако реакция общества на эту ситуацию была неоднозначной. Так, некоторые депутаты Госдумы поддержали своего коллегу, не увидев в его высказывании вообще ничего предосудительного. Виталий Милонов сказал, что Николая либо не так поняли, либо он не вполне понятно выразился. Также депутат предложил отнестись к этой ситуации по-христиански, вспомнив притчу, смысл которой сводится к тому, что богатство лишь мешает человеку попасть в рай. А зачем вам столько денег? Ну что вы на них купите? У вас же нет никакой фантазии. И потом вам деньги вообще не нужны. Вы уже старенький. В принципе, эти слова объясняют, почему депутаты проголосовали за увеличение пенсионного возраста. Видимо, заботились о том, чтобы людям пенсия не помешала поскорее в рай попасть. Другой депутат Госдумы Евгений Федоров добавил, что классика всегда уместна, ведь на то она и классика. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. В связи с грядущими изменениями в пенсионном законодательстве в стране сократится большое количество людей, которые могли бы рассчитывать на пенсионную поддержку со стороны государства. И в этих условиях, в ответ на крик души россиянки об обиде за свое тяжелое материальное положение на фоне богатой страны, наши небедные депутаты соревнуются в мудрых высказываниях, возвышающих бедность. Если господа депутаты и дальше продолжат с таким же оптимизмом заниматься сокращением господдержки граждан России, то нас может ждать самое невероятное будущее. Не легче ли устраивать прилюдные казни, если нам всего-то и нужно, что держать дистрикты в повиновении? Не исключаю, что через пропаганду государство начнет объяснять народу, что тяжелая ситуация в стране – это нормально. В поддержку этой идеи все СМИ, кинематограф и шоу-бизнес сперва будут выпускать программы, фильмы и клипы, красноречиво показывающие, что не в деньгах счастье. Очень здорово все-таки жить. А спустя время, в целях сокращения расходов госбюджета на создание пропагандистской продукции, просветленному народу вовсе укажут на его место, чтобы он вовремя платил установленные отчисления и не задавал правительству и депутатам глупые вопросы. Однако, если серьезно, то надеюсь, что до этого абсурда дело не дойдет. Ведь все же страну возглавляет президент, которому, как бы то ни было, народ верит и неоднократно уже переизбирал на эту должность. Подписывайтесь на канал обо всем с юмором, чтобы быть и дальше в курсе самых острых тем в жизни общества с долей авторского юмора. Спасибо всем за внимание. Пока.